Утро второго дня поисков дупеля на севере Кировской области выдалось многообещающим. Дождь прекратился с вечера, и дорога даже успела немного подсохнуть. Мы с Димой решили проверить наиболее перспективные заливные луга. Там, где вода веслой стоит долго, а дупель такует массово. Вообще дупеля на севере очень много. Весной его даже не надо искать. Порой достаточно просто выйти из избы. Ну что тут? И вот он, дупель. Вперед! Стоять! Найти его можно в любом сыром месте, но больше всего на заливаемых полой водой низинах. Чуть не на каждой в сумерках такуют дупеля. Но в августе картина меняется. Подавляющее большинство подобных низин остаются некошенными. Тем более в дождливый год, когда косят в основном бугры и косогоры, где меньше шансов засадить технику. Но и заливные луга тоже бывают разными. Вот, например, луга с торфяной почвой. Земляного червя, которым питается дупель, в ней очень мало, так что на этих картах красной дичи не встретишь. Или вот такой лужок с кошенным борщевиком. Понятно, что тоже совсем не вариант. Вот и получается, что покосов в округе немало, но дупелиных из них едва ли 10-я часть. Но есть одни дежурные луга, которые и заливные, и косятся каждый год, а главное, в предыдущие года охота на них была просто загляденье. К ним мы сейчас и пробиваемся по изрядно ушатанной лесовозами грунтовке. Это вот ее наиболее сохранившаяся часть. Вот первый луг. Он скошен, но, к сожалению, сено убрано лишь частично. Второй лужок отделен от первого лесной речушкой. Здесь сено тоже свалковано лишь в одной, но зато наиболее интересной части луга. Съезжаем на него, благо с краю тут, несмотря на дожди, довольно твердо. А для тех, кто пропустил первую серию, пару слов о вчерашней охоте. Надежды у нас особой не было. Мы проехали один, второй, прогулялись, посмотрели, походили под дождиком. И настроение потихоньку ухудшалось. Потом нашли мы небольшой лужок, который нам показался перспективным. И в этот момент прекратился дождь. Мы сделали первую вылазку. И сделали мы ее в 12 часов дня, что очень не характерно для охоты на дупеля. Обычно охота на дупеля начинается в 4, в 5 утра. А тут мы в 12 вышли и неожиданно для такого маленького лужочка прекрасно отстрелялись. Мы, наверное, подняли больше 10 птиц, и 7 у нас оказались в екташе. Поскольку снова зарядил дождь, мы решили уже начать обследовать большие луга. Никакой у нас другого варианта не оставалось. И на этих больших лугах мы опять наткнулись на прекрасную высадку. Мы взяли 13 птиц, и у нас в общей сложности вчера получилось больше 2 десятков, что, конечно, роскошно для такой погоды и для того времени, в котором мы охотились. Сегодня дождь прекратился, вот светит солнышко. Теперь быстро собираемся. Патроны, кстати, по дупелю я тоже применяю, в основном Азот Energy Snipe, 9 дисперсант, с высокой начальной скоростью дробового снаряда. Дальше план таков. Ветер снова в спину, поэтому сейчас мы перейдем речку и по ветру пойдем первым, неубранным лугом, потому что на нем, как мне кажется, птица, если и будет, то единичная, которую Гай и при движении по ветру легко сможет отработать. Потом снова форсируем речку и более перспективную сторону пойдем уже по классике, против ветра. Гай начинает ни шатка, ни валка. После вчерашней охоты с утра он все-таки прихрамывал и пока не расходился. Большая часть луга с неубранным сеном действительно пуста. Но минут через 10 все-таки есть первая работа.
вперед! 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 Стоять! Молодец! Стоять! Стоять! Ай-яй-яй! Ай. А ведь это целиком мой косяк. Надо было давать повторную команду «стоять». А молодец, Гай резонно воспринял как команду разрешающую. Ай-яй-яй. Ну что ж ты погнал, блин? Сейчас включим тебе ошейник. Первый дупелек. И, как обычно, на второй день охоты с этого момента у нас начнутся определенные проблемы. Вот еще работа. К вопросу о том, зачем собаке бипер в лугах. Иногда может пригодиться. Жаль, только дупель слетел при подходе, стрелять было далековато. А вот еще одна птица сидела у самого края некоси. Молодец, молодец. Вот, второй. И больше на лугу, где в прошлые года меньше десятка птиц, я, кажется, ни разу и не брал. Ничего интересного не оказалось. К моему удивлению и разочарованию, не было ничего и на большей части второго луга. Условия идеальные. Птица в прошлые года тут была, а в этот раз одни утки. Не думаю, что дупель перестал посещать эти пространства только лишь из-за неубранного сена. А в чем настоящая причина, сказать трудно. Но факт остается фактом. Большая часть лугов, где обычно птица была везде, в этот раз пустовала. Причем при идеальном состоянии самих лугов. Здесь, я думаю, будет дело. И только в одном месте, недалеко уже от машины, дупель все-таки был. Причем сразу целым выводком, по которому у Димы глаза разбежались. Но больше запаха оставили тут не дупеля, а большие стаи веретенников, чибиса и другого куличья, буквально завалившие эту часть луга своим пометом. Работать в таких условиях моей собаке было очень тяжело, и красивой охоты не получилось. Зато Дима разошелся не на шутку. Стоять! Стоять! Ну ты даешь. Вот это да. Вот это выстрел, это круто. Молодец. Опор. Отдай Диме. Возьми у него. А выстрел и впрямь стоит еще раз посмотреть. Вот птица сидела у самого края некоси и сбежала в нее еще при подходе собаки. Сразу не поднялась, я с досадой выключил камеру, а Дима меж тем сделал дуплет.
Надя. Держи. Давай, Дима. Да, нашел. Давай, Гаешка, давай. Вот шумовой, а из-под гая птица ушла без выстрела. В общем, все это привело к тому, что излишне обозартились и мы, и собака. В итоге пришлось все-таки задействовать звуковую дрессировочную функцию Dog GPS. Стоять! Заодно в таких случаях собаку обычно стоит лишить и самого удовольствия подачи. Бекасик. Вот, классный выстрел. Спасибо. Он ушел немножко, потом выправился. И как раз где-то на 20 метрах я в него и попал. Охоту надо было на этом заканчивать. Все равно на этом маленьком пятачке к тому времени вряд ли что оставалось. Для меня этот выход получился очень нервным. Плотная концентрация дупеля на небольшой площади, невнятные работы, автоподача. Все это и для собаки было нехорошо, и на качестве съемок отразилось не лучшим образом. Но у Димы по этому поводу было другое мнение. Ну, что сказать про сегодняшний день. Еще один роскошный день получился. Добыли мы с десяток дупелей. Красивые стойки у собаки. Все же не могу. Каждый год я сюда приезжаю, потому что лучше этой охоты в мире нет. И все-таки главный вопрос, где же дупель, оставался открытым. Чтобы решить его, у нас был еще один день. И те из вас, кто решит подписаться на канал прямо сейчас, наверняка не пропустят третью серию с ответом на вопрос, где и как мы его все-таки нашли. Стоять! Стоять! Ну что ж,